Выкинуть все социальные проекты из инвестиционной программы на текущий год и жесточайше наказывать за зарплату в конвертах. Такие приказы сегодня раздавал нелегитимный на совещании с Советом министров. Лукашенко возмутило, что в программе по объектам и мероприятиям, на которые государство выделяет бюджетные средства, прописано слишком много неокупаемых проектов, вроде благоустройства городских парков или прокладки дорог. По его мнению, все это регионы должны делать за свой счет, а у госбюджета на такую ерунду денег просто нет. Более того, остро стоит проблема, где вообще их брать, когда все топовые чиновники режима и госпредприятия находятся под санкциями. И все же президент ОМОНа нашел решение, стоит отметить, весьма неожиданное. Он заявил, что Беларусь должна принять американские законы. Правда, только в части строгих мер за нарушение налогового законодательства. Так сказать, убить двух зайцев сразу. И критиковать никто больше не будет, а может даже санкции снимут. И госбюджет в минусе не останется, если максимально сурово начать кошмарить предприятия, выдающие зарплату в конвертах. Жесточайшее наказание. Примите это к исполнению немедленно. В последнее время Новая Боровая напоминает оккупационный режим. Сначала в жилом комплексе отключают воду, потом отопление в минус 20. Не удивить местных жителей необоснованными брутальными задержаниями во дворах, которые стали уже, кажется, какой-то нормой жизни. Однако белорусские власти решили пойти дальше. Вот уже несколько дней неизвестные врываются в дома и проводят в них рейды в поисках борцов за перемены. Тихорей не останавливает даже возраст подозреваемых. Вчера под особое внимание так называемых блюстителей порядка попала маленькая девочка, которая шла к подружке делать уроки. Двое мужчин устроили ребенку допрос с пристрастием с целью выяснить, кто она такая и что здесь делает. Испуганная девочка забежала в лифт, но те очень долго не давали ей уехать. А после и вовсе заставили ребенка идти пешком по лестнице. Все это приводит в ужас, ведь преступника от сотрудника милиции уже не отличить. Да и помощи в случае нападения, судя по всему, просить уже не у кого. Вакцинация от опасного заболевания в буквальном смысле превращается в русскую рулетку. Поможет прививка или нет, зависит от того, не испортился ли препарат в дороге. С такой проблемой столкнулись бобруйские медики, которые получили 800 доз российской вакцины «Спутник В». Оказалось, что для препарата требуется сложная технология разморозки с применением дорогостоящего оборудования. В Бобруйске лишь одно медучреждение имеет возможность хранить эту вакцину. При этом, если после разморозки ее не использовать в течение 2 часов, то укол смело можно выбрасывать в мусорку. Вместе с тем нет никакой гарантии, что строгий температурный режим не был нарушен еще в дороге. Но выяснить, испортился препарат или нет, невозможно, поскольку российские разработчики вакцины отказываются давать белорусским медикам технологию ее тестирования, ссылаясь на коммерческую тайну. Как говорится, просто бизнес и ничего человеческого. Несколько суток жители барановичской многоэтажки затапливало кипятком. Произошло это из-за недостатка конструкции дома. Ответственные за случившееся не спешат возмещать нанесенный ущерб и устанавливать компенсаторы, которые помогут избежать такой проблемы в дальнейшем. Во время сильных морозов отопительная система дома, который был построен всего 4 года назад, не справилась с возросшей нагрузкой. Трубы начали лопаться в самый неподходящий момент – ночью. Люди просыпались, когда кипятка наливало уже по щиколотку. Такие аварии происходили несколько раз подряд. Горячая вода лилась по всем этажам. Жильцы сбились со счета, сколько раз им приходилось вызывать аварийку. Они даже писали местному мэру. Правда, ответа до сих пор не дождались. Ситуацию усложняет еще и то, что дом находится на гарантии всего 5 лет. То есть менее чем через год все проблемы жильцам придется решать за свои деньги. В белорусских санаториях наметилась нехватка желающих оздоровиться. Решать эту проблему вызвался председатель Провластной Федерации профсоюзов Михаил Орда, выпустивший постановление о добровольно-принудительном направлении рабочих предприятий на лечение. Последние поспешили отказаться от такого предложения, ведь стоимость недельного отдыха составляет от 500 до 1000 рублей, а первичные профсоюзные организации могут компенсировать лишь часть этих денег. При этом средства на путевку будут выделяться из общей копилки всех членов первичек. Кроме того, не каждая организация может позволить себе такие траты, и в таком случае отдыхать и оздоравливаться рабочим придется полностью за свой счет. Однако приказ свыше, как водится, обсуждению не подлежит. Поэтому раскошеливаться на дорогостоящие туры приходится даже председателям правкомов, у которых не хватило красноречия, чтобы уломать своих подчиненных, помочь Орде выполнить план по наполнению санаториев.
Судебный конвейер по делам задержанных на протестах в августе и сентябре прошлого года набирает обороты. В Минске завершаются процессы Тихона Клюкача и Софии Малашкевич. Молодых людей обвиняют в том, что они расписали баллончиками щиты системы «Рубеж» во время массовой акции. Кроме того, девушки вменяют также публичные оскорбления Лукашенко. За такое злодеяние прокурор запросил 1,5 года лишения свободы для Тихона и 2 для Софии. По этим делам приговоры будут вынесены завтра. А сегодня завершился еще один политический процесс. Члена инициативной группы Виктора Бабарика Юрия Савицкого, который до суда провел в тюрьме 5 месяцев, признали виновным в организации массовых беспорядков. Так называемое правосудие покарало Юрия 3 годами химии. Фонд культурной солидарности обратился в Европейский вещательный союз с предложением исключить Белтелерадиокомпанию из европейского вещания. Это значит, что всеми известный пропагандистский канал больше не сможет брать контент вещательного союза. А это более 15 тысяч телетрансляций в год. Выходит, для Лукашенко эфирного времени станет еще больше. Ну и Стаса Михайлова с Ладухой можно крутить по кругу. Все лучшее ебатькам. И на этой позитивной ноте я прощаюсь с вами. Берегите себя и живе Беларусь!